Глава 109. Если он пойдет обманным путем, сформулирует ответ хоть немного расплывчато и неоднозначно, либо попытается отшутиться, то действительно сможет пройти испытание. Но поскольку на первые два вопроса Мин и ответил прямо и лаконично, не увиливая, логично предположить, что таким же образом он ответит и на последний. Иной же ответ, противоречащий характеру повелителя Земли, косвенно докажет обратное. Селянь и Мин и спокойно смотрели друг другу в глаза. Спустя некоторое время последний наконец заговорил. Абсолютно тем же тоном, что и ранее, он ответил: один из повелителей 5 стихий, младший брат повелителя вод Уду, повелитель ветров Цинсюань. Ши Цинсюань покачал головой. «Эй, а почему ты не ответил, мой лучший друг?» Мин и посмотрел на него. «Ты о ком?» Услышав ответ, Селянь про себя вздохнул. Ранее упоминалось, что несмотря на присутствие слова «божок» в названии твари, все же настоящим божеством, а она не являлась. И если он все еще относился к нечисти, то не смог бы избавиться от особенности, присущей всему виду себе подобных. 3 фразы сказаны, и каждая, несомненно, правдива. Видимо, Мин и вне подозрений. Разве только Шиуду и Ши Цинсюань не родные братья, но, скорее всего, подобного поворота, на который невозможно найти слов, произойти не могло. Неожиданно не успел принц выдохнуть до конца. Мин и вскочил с места и потянулся к его горлу. Селянь и Хуачен одновременно отразили его атаку, 3 руки мелькнули словно 3 молнии, от внезапной вспышки которых Ши Цинсюань мгновенно подпрыгнул с земли, восклицая: «Мин Сюн!» «Что ты делаешь?» Мин и буравил Селяня взглядом, в его голосе слышалась тяжесть. «Ты задал мне 3 вопроса, но в прошлом туре я задал тебе всего 1. Селянь улыбнулся. «Ваше превосходительство, припомните как следует правила, я ведь не говорил, что за 1 тур можно задать только 1 вопрос». Мин и ответил: «Что ж, хорошо. Тогда я восполню недостачу». «Кто ты такой?» На этот вопрос вы ведь сами только что уже ответили, разве нет? Возможно, я ошибся. Если нет, извольте ответить, ваше высочество, почему вы вдруг затеяли эту игру и с какой целью задали 3 пристранных вопроса? Его превосходительство, князь демонов, может похвастаться поразительным навыком управления удачей. К чему зря растрачивать его, применяя в такой простенькой игре? Хуачен усмехнулся. Что за претензии? Мне это в радость, где хочу, там и применяю. Выходит, в то время как Селянь и Хуачен подозревали Мин, и тот не остался в долгу, тоже их заподозрил. Как только повелитель Земли атаковал, он заговорил с Селянем вслух, а не посредством сети духовного общения, поэтому Ши Цинсюань не мог слышать, о чем они спорят. Однако опрометчиво вытаскивать затычки из ушей он также не решался, поэтому воскликнул: «Стойте, стойте, стойте! Я приказываю вам, сейчас же прекратите и объясните мне, что случилось, иначе я тоже к вам присоединюсь». С такими словами он развернул веер повелителя ветров. Мин и же оттолкнул его в сторону: «Отойди! Поменьше мешайся», как вдруг налетел порыв зловещего ветра, и пламя костра, вокруг которого они стояли, заплясало, то вспыхивая, то угасая. Отблески огня бросали беспорядочные тени вокруг, отчего лица 2 божественных изваяний, мужского и женского, показались переменчивыми, не то смеющимися, не то плачущими, зрелище до крайности жуткое. Мин и снова сгреб Ши Цинсюаня и подтянул к себе, настороженно говоря: «Что-то явилось». Ши Цинсюань от недавнего толчка упал лицом вниз и никак не мог встать, а теперь его снова с силой подняли, да так, что звездочки замелькали в глазах. «Мин Сюн, не мог бы ты относиться ко мне помягче?» Мин и бросил, не до того сейчас, Селянь, который все время держал в поле зрения божественные статуи, вдруг воскликнул: «Посмотрите на их глаза». Остальные обернулись и увидели, что на щеках улыбающихся ликов изваяний небесных чиновников ветров, и вот виднеются 4 кровавые дорожки, струящиеся из глаз. Глиняные божественные статуи плакали кровавыми слезами. Божественные статуи, над которыми провели обряд освящения, поставили в храме, совершали перед ними поклонение и воскуривали благовония, наделены определенной магической силой, отпугивающей нечисть.
И пускай не такой мощный, чтобы держать их на достаточно большом расстоянии, но все же обыкновенно нечеловеческие создания не способны повредить или запятнать изваяние. Истинный божок-пустослов в самом деле поразительно силен, раз в присутствии самого Ши Цинцюаня заставил его статую лить кровавые слезы. При этом слез натекало все больше, они падали на пол храма и постепенно собирались в искривленные сложные фигуры. Ши Цинцюань с недоумением произнес, что это такое. Он что-то рисует, как ни посмотри, а рисунок оставался непонятным. Повелитель ветров, не приближаясь, попытался посмотреть с другой стороны, чтобы понять. Но потом селяня вдруг озарило: это не рисунок, а перевернутые иероглифы. Принц тут же воскликнул: «Не смотрите. Он пишет, чтобы вы прочитали Мин», и нанес удар, раздался грохот и окровавленный пол, а вместе с ним и обе статуи оказались разбиты на мелкие обломки. Ши Цинцюань вытаращил глаза в ужасе. «Мин Сюн, ты, только не рассказывай моему брату, иначе он тебя не пощадит». Разрушение статуй других божеств считалось крайней степенью неуважения. А сегодня Мин и мало того, что расколол табличку, так еще и разбил статуи, а это все равно, что заявиться к кому-то в харчевню, сорвать вывеску и ею же надавать хозяину оплеух. И если оскорбленный чиновник узнает, наверняка не спустит оскорбление и очень даже может дойти до кровопролития. Как вдруг селянь, нечаянно обернувшись, увидел, что иероглифы на разбитой табличке, которую они днем аккуратно припрятали в углу, совершенно иные. Вне всяких сомнений, раньше это были золотые знаки на синем фоне, гласившие «Храм ветров», и вот, однако теперь они превращались в огромный кровавый знак, который уже наполовину сложился в слово «смерть». Принц отреагировал мгновенно, закрыл Ши Цинцюаню глаза ладонями и через сеть духовного общения выкрикнул: «Закройте глаза!» Ши Цинцюань спросил: «Да что опять такое?» Селянь ответил: «Ничего, просто иероглифы на табличке вашего храма тоже изменились». Эта тварь поняла, что сейчас вы не слышите ее, поэтому решила воспользоваться письмом. Ши Цинцюань воскликнул: «Конец! Выходит, я теперь не могу ни слышать, ни видеть. Получается, я глухой и слепой». Селянь опустил руки со словами: «Все в порядке, успокойтесь. Мы с вами». Мин и, ухватив Ши Цинцюаня за шиворот, поволок его в сторону. Тот, все еще с закрытыми глазами, сложил руки в молитвенном жесте и воскликнул: «Вы меня успокоили». Едва прозвучали его слова, как снаружи разрушенного храма вдруг послышался шум и гам. Перед глазами селяня запестрило, в следующий миг в храм черной волной хлынула толпа людей, завывающих подобно демоническим созданиям. Среди них кого только не было, толпа поистине изумляла разнообразием. Кто с отрубленной головой, кто повешенный, кто с огромным тесаком, торчащим из головы, кто с распоротым животом, самые разные варианты смертей. Не имея возможности ни видеть их, ни слышать, Ши Цинцюань все же почувствовал вокруг шаги, а потом его даже несколько раз толкнули, и в сети духовного общения послышался растерянный голос повелителя ветров: «Что происходит? Кто это такие? Откуда вдруг так много людей?» Селянь ответил: «Ничего страшного, это ночное кровавое шествие, давайте поскорее выбираться отсюда». Помимо дневных гуляний, местное кровавое шествие также включало и вечернюю увеселительную программу. Не только участники шествия испытывали пристрастие к чужому страху, многие простые жители тоже изнывали от душевного зуда кого-нибудь попугать. Поэтому, подражая загримированным мертвецами актерам, которых видели днем, ночью люди высыпали на улицы, пугая каждого встречного. Вероятно, 4 путников как раз натолкнулась на такое ночное шествие. Толпа ряженых простолюдинов явно уступала в искусности и реалистичности грима участникам официального дневного шествия. Но зато брала количеством, всех не объять взглядом. К тому же ночью в темноте разглядеть что-то становилось труднее, поэтому зрелище также вышло довольно пугающее. По этой причине в поселках, где проводятся подобные увеселения, в ночь после кровавого шествия местные жители плотно запирают свои дома и никуда не выходят. И когда бесцельно шатающиеся по улицам ряженые наконец-то увидели в разрушенном храме людей, они все равно, что обнаружили добычу, ужасно возрадовались и сразу вломились внутрь все разом, более 50 человек.
В храме мгновенно стало несравнимо тесно, 4 путников буквально потонули в потоке беснующейся нечисти. Селянь то и дело оборачивался, но каждый раз обнаруживал рядом Хуачена, тот ни разу не отдалился больше, чем на 2 шага. А вот 2 других уже отнесло толпой на 7-8 шагов. «Давайте скорее все на выход!» — выкрикнул принц. Вот только среди беснующейся толпы, кроме тех, кто просто вышел повеселиться, были и обычные пройдохи, и мелкие торговцы, которые специально приставали к прибывшим издалека гостям, желающим поглазеть на кровавое шествие, и никак не отвязывались, пытаясь выманить деньжат уговорами. «Уважаемые господа, подайте немножко, мы так старались, чтобы загримироваться. Подкиньте денежку, коли вам понравилось, ага. Нам ведь тоже нелегко приходится, всего раз в году выпадает возможность, и если не подадите хоть немного, берегитесь, наш хозяин-демон явится по вашу душу». Поскольку дело его не касалось, Хуачен наблюдал за происходящим со стороны и нисколько не тревожился, а, услышав последний возглас, и вовсе хохотнул. «Хотел бы я поглядеть, какой демон посмеет явиться по мою душу». Внезапно Селянь, пробежав взглядом по толпе, увидел у самой стены храма призрака-висельника с мертвенно-бледным лицом, который как раз с жутковатой улыбкой накидывал петлю из пеньковой веревки кому-то на шею. Конечно, вокруг стоял шум и гам, лица каждого в толпе заливало кровью, и казалось, что носы свернуты на сторону и глаза косят. Более того, непрерывно кто-то притворялся, что убивает другого, а тот делал вид, что умирает. Время от времени люди падали на земь, так натурально, что не отличишь от настоящей смерти. Но Селянь инстинктивно почувствовал, что именно с тем человеком что-то не так. Взмах руки, Жая взвелась в воздух и ударила прямо в голову призраку висельника. Как он и думал, призрак издал пронзительный крик, обернулся струйкой черного дыма и ускользнул через щель в полу. Остальные ничего не заметили, но Селянь прекрасно все увидел и объявил в сети духовного общения всем соблюдать осторожность. Нечисть приноровилась ловить рыбу в мутной воде после вторжения толпы в храме ветров, и вот прибавилось совсем немного едва заметной демонической ци. Конечно, ее источником не мог оказаться истинный божок-пустослов, должно быть, откуда-то затесалась мелкая тварь. И если все время рядиться демонами, рано или поздно это привлечет настоящих, а их появление в такой момент поистине только добавит проблем к уже существующим. В храме людей было на самом деле слишком много, воцарился настоящий хаос, все сталкивались лбами и наступали друг другу на ноги. Совершенно не представлялось возможным различить, от кого именно исходят эманации демонической ци. Селянь потянул за собой Хуачена и рванул на выход из храма, собираясь спросить, каково положение повелителей ветров и земли, но вдруг обнаружил, что магических сил недостаточно, они совсем на исходе, не хватит даже на заклинание духовного общения. В порыве отчаяния он обратился к Хуачену: «Сань Лан, позаимствуй мне капельку магических сил, я потом тебе верну». Конечно, фразу «я потом тебе верну» принц сказал, не подумав, сгоряча. Магические силы, которые он брал у кого-либо ранее, до сих пор еще не были возвращены. Хуачен ответил «хорошо» и взял принца за руку. Селянь почувствовал от его ладони едва заметную волну тепла, и как раз в тот же миг в храм ветров, и вот ворвались еще несколько окровавленных людей, которые понеслись прямо к ним. Последний из ворвавшихся на бегу ронял внутренности, все его лицо покрывали трупные пятна, а от тела исходила слабая демоническая ци. Селянь по инерции вскинул руку и нанес удар ладонью по воздуху, целясь в демона. Раздался грохот, будто что-то разорвалось, и в ту же секунду сверкнула белая, невыносимо ослепительная вспышка. Лишь спустя некоторое время до Селяня дошло. На том месте, где удар застал призрака с распоротым животом, затесавшегося в людскую толпу, теперь остались лишь черные, словно обуглившиеся, останки. А крышу храма ветров и вот буквально снесло взрывом. Всего секунду назад шумевшие в храме участники ночного шествия все как один застыли подобно деревянным болванам, остолбеневшие от грохота и яркого света. Селянь поднял голову, глядя на лишившийся крыши храм, затем опустил взгляд на собственную ладонь. В конце концов, медленно обернулся и посмотрел на Хуачена.
Тот улыбнулся принцу. «Такой капельки достаточно», — Селянь ответил, «достаточно». На самом деле, правда, совсем немного, было бы достаточно. Хуачен, это и есть немного. Нужно еще. У меня есть столько, сколько хочешь. Селянь быстро замотал головой. Ранее он занимал магические силы у Ши Цинсюаня и Наньфына, притом они ведь тоже были довольно щедры с принцем. Однако такого Селянь не испытывал еще никогда, вся его кровь словно превратилась в потоки молний, которые с треском циркулировали в теле. И если раньше ему приходилось тратить взятое взаймы с осторожностью, без расточительства, образно говоря, съедать столько за раз, сколько необходимо, то теперь он чувствовал, что может съесть только чашку, при этом выбросить 10, и ничего с ним не случится. Магические силы Хуачена оказались слишком мощными, они наполнили все тело Селяня, так что он теперь боялся совершать неосторожные движения, опасаясь, что от любого взмаха что-то рядом с ним может взорваться. Пользуясь воцарившимся вокруг замешательством, он поспешно выкрикнул в сеть духовного общения: «Ваше превосходительство, повелитель ветров, где вы? Я вышел из храма, но вас не вижу». Ши Цинсюань ответил в сети: «Ой, мамочки мои! Ваше высочество, почему ваш голос вдруг сделался таким громким? Я тоже покинул храм». Селянь немного приструнил собственные магические силы и произнес: «Прошу прощения, небольшие проблемы с контролем». «Как вы покинули храм? С вами все в порядке?» Ведь Ши Цинсюань сейчас ничего не слышал и к тому же закрыл глаза. «Ай, ну как же еще?» Мин Сюн вывел меня. «К превеликому счастью, эта толпа меня не растоптала», — ответил Ши Цинсюань. Затем в сети духовного общения прозвучал голос Мин. Вот только сказанные им слова заставили едва озарившую лицо Селяня улыбку застыть. Он выкрикнул: «Это не я, не он, беда». Селянь резко обернулся и воскликнул: «Ваше превосходительство! Но кто же увел вас?»